Всем привет! Добро пожаловать обратно в постройки Sims 4. И сегодня у нас заключительная постройка в радужной теме. А все потому, что я вот строила красивые квартиры в радужных цветах. Можете заглянуть, посмотреть, как оно было. Даже 4 дополнительных цвета сделала, все было прекрасно. Я мучилась от того, что было очень мало в определенных цветах мебели и всего прочего. Я это все сделала. И разработчики такие, мы тут как бы новое обновление подогнали и добавили больше 1000 цветов базовым объектам. Вот, как-то так. Я подумала, что почему так поздно это все произошло? Не, конечно, очень круто, что они обновили именно базовые элементы, объекты какие-то, потому что, да, во многих немножечко не хватало каких-то оттенков, цветов, то есть они были крутые, но немножко уже поднадоели, если честно, за счет того, что у них не было вариаций. А тут нам именно расширили цветовую линейку и больше деревянных оттенков, оттенков дерева точнее, и в принципе цветовых сочетаний нам больше добавили, поэтому я решила все-таки снова сделать радужное что-то, но в этот раз это одна квартира, и просто каждая комната здесь соответствует определенному цвету. Надеюсь, вам эта идея понравится. Мне, если честно, очень понравилось это все строить. Немного больше, объектов стало. То есть я же плюс-минус помню, что там было, когда я строила отдельные квартиры. Немножко расширилась. Не могу сказать, что прям радикально, но все-таки выбор какой-то был. Я уже заметила парочку базовых вещей, которые мне прям очень сильно понравились, как они в новом цвете выглядят. Вот. В общем, интересненькое обновление. Главное, что они это все в тихушечку так сделали. То обычно такие помпезные представления, что, мол, мы так долго работали, так старались, чтобы вам угодить, и вот. А здесь как-то так тихонечко, при том, что я подписана на Инстаграм официальный, симошный. Раньше я считала, что я не буду следить за трендами, я просто буду реагировать на все, но, в общем, не удержалась. Я хочу узнать все новости. В общем, даже там ничего не было. То есть какой-то намек был, но по факту уже перед самым-самым обновлением что-то там коротенечко сообщили о том, что у нас тут пополнение. И все. Вот. В общем, есть и цвета, и фактуры поменялись, в кроватях поменялись там всякие одеялки, подушки. Тоже поприятнее как-то стало. Все равно как-то ощущается по-другому. Повторюсь, это базовые все-таки вещи, к которым ты уже привык, которые уже такие немножечко заезженные. Они тут бац, в новых цветах, вообще как будто новые предметы, так что приятненько. Так вот, по поводу квартиры. Я думаю, вы уже примерно догадались, что, где и как, но для тех, кто не догадался, рассказываю. Красная у нас спальня, которую я уже, в принципе, обставила. Далее оранжевая у нас ванная. Желтая у нас кухня, зеленая детская, голубая это коридор, и синий это кабинет, фиолетовый это зал, либо холл, как хотите, так и называйте. Вот. Если честно, больше всего мне понравилась кухня. Она такая классная в этом желтом цвете, что-то в этом есть. И очень много желтых предметов оказалось. При том, что мне кажется, что их не было так много. Хотя вроде как все из старых, в смысле не из старых, а как раз из дополнений, которые не обновляли. Не знаю, то ли я слепая была, когда делала желтую квартиру, то ли что. Не знаю, может, я забыла, конечно, что там да как там. Вот. И коридор, кстати, мне понравился. Тоже голубенький, такой симпатичный. Да и спальня тоже детская. Детская мне не могла не понравиться, потому что она в зеленом цвете. И вот здесь мне почему-то показалось, что больше всего зеленого стало, потому что ту квартиру, которую я построила, она была какая-то такая скудненькая, какая-то такая не сильно обставленная. Или тоже, мне кажется, может, я уже начинаю забывать. Я уже столько после этого перестроила, построила. Что я уже даже не знаю, если честно, я уже не помню, не доверяю своей памяти. Вот, может быть, вы помните, расскажете. Вот, в общем, наслаждалась я новым обновлением.
Скоро, кстати, выйдет набор или уже вышел с одеждой, что как-то меня не особо вдохновляет. При том, что они говорят о том, что это типа одежда городская, при том, что она в определенном таком специфическом стиле. Ну, не каждому это зайдет, и не каждому это нужно. Ну, такое. Ну, они как бы вот отдельным паком, этим китом делают, ну, как бы прикольно. Но за счет того, что там нету мебели, мне не интересно. Потому что меня в первую очередь интересует мебель. Мебель, побольше мебели, еще больше мебели, еще больше напольных покрытий, окон и всего прочего я требую. Вот. Но я думаю, что нам что-нибудь дадут. Насколько я помню, скоро, ну как скоро, в ноябре должно выйти что-то новенькое, какое-то новое дополнение, то, что это крупное. У них же есть какое-то там чередование, то есть дополнение, набор и вот этот каталог, а потом опять типа дополнение, набор, каталог, ну, в общем, что-то такое. У них есть вот эта вот регулярность какая-то, насколько я помню. Вот. Ну, за счет того, что я подписана на официальный канал на YouTube тоже, то там ставят напоминания о разных этих от разработчиков, как их называют, прямые эфиры, где они и объявляют, что, да как, и как этим всем пользоваться, что туда будет входить. Но, скорее всего, нас все-таки ждет в ближайшее время обновление еще какого-то старого дополнения. Ну, как бы многие так говорят в симошном сообществе, что, скорее всего, что-то опять обновят. Но, как показала практика с днем спа, они неплохо обновляют. Мне понравилось очень сильно. В общем, квартира получилась немножко странноватая, но очень яркая. Мне очень нравится. Вот. Надеюсь, вам тоже понравится. И я сразу хотела извиниться по поводу того, что мои ролики начали выходить очень редко. Да, так случилось. Ну, во-первых, у меня нет вдохновения, к сожалению. Такое бывает. Не знаю, может быть, я перетрудилась. Бывает такое, что когда много чего создаешь и как-то вкладываешься, эмоционально это немножко истощает. Но плюс у меня ремонт в подъезде в самом разгаре. И вот в те моменты, когда мне хочется что-то сделать, я не могу этого делать. Особенно записывать челленджи для меня стало челленджем. Найти время, место, обстановку, чтобы никто не мешал, не отвлекал, не стучал и так далее. Вот. Но, кстати, я очень сильно хочу обратно погрузиться в ферму, потому что так, прям такой замес начинается. Ну, во-первых, мы должны наконец-то выставить свою ламу. Я почувствовала вкус этих всех выставок, ярмарок. Мне понравилось, я хочу еще. Ну вот у нас будет лама, а потом еще что-то. Ну, там пока непонятно, но какая-то следующая будет. Они же там по каким-то этим, ну, по тематике. Вот. Они там по тематике разные. Поэтому посмотрим, что будет дальше. Мне интересно. Да и пекарня тоже интересна, потому что я там тоже такого намутила, накрутила, что разгребать очень долго придется. К тому же я там просила у вас совета, что делать, дополнять ли пекарню этим массажным кабинетом или маникюрным кабинетом. Вот, либо оставить все-таки пекарню. Мне кажется, как-то надо разнообразить. В этом что-то есть. Тем более, что там много пространства лишнего. Я думаю, там есть где разгуляться. Вот. По поводу, кстати, этой квартиры, кто не понял, она для такой обычной полной семьи, потому что там для 2 детей комната, типа master bedroom, есть типа хозяйская спальня. Ну, и кухня получилась очень большая, но она типа совмещенная со столовой, поэтому простительно, но в столовой так много этих стульчиков, значит, семья очень большая. Ну, скорее всего, тут 4, наверное, человека живет. Но я как-то так сильно прям не заморачивалась по поводу семейной истории. Мне было важнее в цвет попасть, конечно же. Вот. В общем, надеюсь, вы не расстраиваетесь, что выходит так редко видео. Я буду исправляться. У нас тут ремонт начинает потихоньку, очень потихоньку выходить на финишную прямую. Ох, я очень надеюсь, хотя, может быть, это у меня в голове, я так надеюсь, что это все закончится. Ну, рано или поздно он закончится. Вот, и я как-то немножко приободрюсь, буду больше Pinterest смотреть, меня он всегда вдохновляет на какие-то новые постройки, это обязательно.
потому что он подстроился под мои вкусы и теперь показывает много классных домов. И причем большинство из них не симошные, а обычные такие дома. Я много смотрю всяких в английском стиле такое. Новый Орлеан, там такой, красивые, сложно сочиненные дома. Может быть, меня что-нибудь вдохновит и как-то повеселее будет. Вот. Так что приятного просмотра, подписывайтесь, ставьте лайк и до следующих видео.